Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя наша встреча посвящена инаугурации президента Абхазии. И мы бы хотели сегодня поговорить с нашими специалистами, с нашими экспертами по Кавказу о ситуации, о возможной ситуации взаимоотношений России и Абхазии. Прошли выборы. Выборы прошли очень демократично, и я должен сказать, что более 100 с лишним представителей из разных стран, общественных организаций присутствовали на этих выборах, и все до одного отмечали демократичность, прозрачность, абсолютную, нормальный ход, именно цивилизованность выборов, которые прошли в Абхазии. И я полагаю, что эти выборы еще раз покажут мировому сообществу о том, что Абхазия как демократическое государство состоялась. Между Абхазией, государством Абхаз или абхазами, и Русью, и Россией очень глубокие корни, демографические, политические, экономические, религиозные связи. Поэтому многосторонняя связь, которая существует, побуждает объективно сближение с Россией. Поэтому у абхазов, скажем, сейчас очень большая надежда на то, что эти теплые отношения, эта помощь, которую оказывает Россия, она будет продолжаться. Сегодня объективно, сегодня Абхазия тяготеет к России по всем параметрам. Это и политика, это и оборона, это и культура, это, по всем направлениям. Поэтому я думаю, что вот эти отношения, сближение, оно неизбежно, тем более все население прекрасно понимает, что благополучие, безопасность и развитие Абхазии во многом зависит от России. На мой взгляд, сейчас открываются очень хорошие перспективы для российско-абхазского взаимодействия, те, которые были заложены предшествующим президентом Сергеем Васильевичем Багапшем. Мне кажется, что новый президент продолжит этот курс. И те проблемы, которые существуют во взаимоотношениях между двумя государствами, их не может не существовать. И мы все знаем об этом. Они будут решаться цивилизованно, грамотно и эффективно, и к пользе обоюдной и России, и Абхазии. Потому что не нужно забывать, что Россия действительно остается основным гарантом и военной безопасности Абхазии. Мы знаем, что это угроза, или, скажем так, угроза возможных провокаций, она никуда не делась, и она будет сохраняться в дальнейшем. Россия является основным экономическим партнером Абхазии, что вовсе, конечно же, не исключает развитие экономических отношений абхазского государства с другими странами региона, с Турцией, возможно, где-то с европейскими странами. Но мы все понимаем, что роль России тут достаточно серьезная и достаточно значимо. Мне кажется, что та договорная база, так сказать, тот дух российско-абхазских отношений, который был заложен в последние годы президентства Сергея Васильевича Багапшева, он будет укрепляться, развиваться и поддерживаться к обоюдной выгоде наших двух государств. Понимание того, что Абхазия не Россия, оно должно быть, наверное, не только в России, но и в Абхазии тоже. То есть Абхазия должна больше надеяться на свои силы, на саму себя, развивать свой потенциал, стараться развивать свою экономику, а не надеяться на то, что вот Россия даст, Москва даст деньги, Москва поможет, Москва сделает. В Абхазии есть очень большие, богатые ресурсы, есть достаточно много населения, талантливого населения, которое способно развивать республику самостоятельно. Конечно, с помощью и с гарантиями независимости, полученными от России. Что же касается признания Абхазии стороны других стран, я думаю, что этот процесс будет идти пока что довольно медленно, потому что понятно, что очень многие страны они были бы готовы признать Абхазию, но в обмен на какие-то финансовые дивиденды, какую-то пользу для себя получить. Я думаю, что это, наверное, гнаться за этим не стоит. С другой стороны, есть позитивная динамика. Есть явные изменения отношения Евросоюза и Вашингтона к Абхазии, где постепенно все больше и больше становится понимание того, что Абхазия уже независимая уже навсегда. С другой стороны, и Брюсселю, и Вашингтону пока сложно отказаться от этой однозначной поддержки целостности Грузии.
И вот эта вот дилемма между, с одной стороны, тем, что Абхазия уже независимая, и тем, что Грузия все еще, в их понимании, формально целостная, эта дилемма пока что мешает вот этому вот дальнейшему признанию Абхазии. Но движение в этом направлении уже есть. Так что я думаю, что рано или поздно, я думаю, что это может быть, ну не 3, может 5, может чуть больше лет, но Абхазия будет признана как страна независимая очень многими странами, в том числе странами европейскими. Ну, просто надо работать, этого ждать и к этому совершенно спокойно относиться. Это все совершенно нормально. Главное, чтобы все было хорошо в Абхазии и чтобы все было нормально в отношениях между Россией и Абхазией. Мне кажется, что в среднесрочной перспективе признание Абхазии европейскими странами, возможно, какими-то другими, оно вряд ли возможно. Другое дело, что этот вопрос постоянно будет оставаться в повестке дня и постоянно будет использоваться и Брюсселем, и Вашингтоном для того, чтобы внести некий диссонанс в российско-абхазские отношения в частности, мне так кажется. Вот, поэтому, конечно, нужно быть к этому готовым, нужно быть готовым, что какие-то дипломатические игры, конечно, будут, и мы видим, что они уже происходит. Но что касается формального признания как, так сказать, политика правового акта, вот недавние записи Wikileaks о том, как Соединенные Штаты препятствовали признанию Абхазии и Южной Осетии некоторыми государствами Латинской Америки, по-моему, говорят сами за себя. Мне кажется, что примерно то же самое будет и в случае серьезных поползновений со стороны некоторых, возможно, небольших европейских государств к признанию, в частности, Абхазии. Политика двойных стандартов, там, тройных, десятерных, это оно существовало и существует. Дело в том, что, допустим, Европейский Совет не возражает против того, чтобы установить торгово-экономические связи, гуманитарные связи между европейскими странами и Абхазией. Поэтому в Абхазии появляются бизнесмены из Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Вот, например, Израиль уже несколько раз присылал свои делегации в разном направлении для того, чтобы всю медицину, инфраструктуру медицинскую в Абхазию взять на развитие, для того, чтобы можно было бы... Неудивительно. А? Неудивительно. Ну, я думаю, что климатические, географические условия Абхазии таковы, что это благодатный край на самом деле, где можно очень много полезных сделать с точки зрения для людей, если уж действительно беспокоиться о людях. Поэтому, естественно, здесь вот это связи, контакты, они расширяются. Но говорят, пожалуйста, только без признания. Все остальное может быть. Но я думаю, что вот недавно, вы знаете, я узнал, мне даже смешно стало, Сенат США призывает Абхазию признать территориальную целостность Грузии. Но это вообще, значит, не знать ни истории, не знать вообще реалий сегодняшнего дня. Или просто наглость, которая, знаете, как говорят, сила есть, ума не надо. Поэтому, очевидно, здесь вот недопонимание или специальная политика ведется к тому, чтобы показать, что вот мы сказали, все так и будет. На сегодняшний день Абхазия состоявшееся государство. И я думаю, вот я писал Конституцию Республики Абхазия. Кстати, до войны я писал договор о взаимоотношениях между Грузией и Абхазией, где как раз я ставил вопрос, какая должна быть федерация. С правовой точки зрения, это объединение равноправных субъектов, так и было. Но это же недопонимание происходит, в результате чего многие политические вещи, значит, извращаются и преподаются в нужном русле. Поэтому я считаю, что те связи, те контакты, которые существуют в Абхазии, у них перспективы огромные. Потом вот очень часто спекулируют на том, что Абхазию мало кто признал. Признание нужно для того, чтобы по абхазским паспортам можно было бы ехать в те страны, которые признали Абхазию. Но 80 с лишним процентов населения Абхазии, к счастью, имеют российские паспорта, с которыми они катаются по всему миру. Поэтому вот это своего рода преграду сделать для того, чтобы не дать Абхазии выйти на мировую арену. Мы же все прекрасно знаем, ну что же скрывать, когда по просьбе Грузии страны СНГ объявили тотальную блокаду Абхазии. Воздушную, морскую, сухопутную, железнодорожную. И только вот 3 года тому назад эту блокаду сняли.
И кто эту блокаду осуществляла? Россия осуществляла против кого? Против жертвы агрессии Абхазии. Это же тоже все прекрасно знают. Но сейчас ситуация, да, действительно меняется. Люди стали понимать, в конце концов, где правда, а где вот исковеркана вся эта ложь, вся эта история, которая взаимосвязана с нами со всеми. Поэтому я полагаю, что... Вы знаете, вот еще один вот такой штрих. Вот говорят, что Россия оккупировала Абхазию. Кстати сказать, на этом спекулирует очень много, и в том числе и Грузия. Я могу об оккупации очень много сказать по Грузии тоже. Понимаете, в чем дело? Американцы 138 военных баз имеют в мире. В таких странах, как Англия, в таких странах, как Германия, Италия, ну и так можно перечислять. Но почему-то мы эти государства не называем, что они оккупированы. А то, что 3000 охраняют, помогают Абхазии в ее государственности и безопасности, мы говорим о том, что Россия оккупировала Абхазию. Ну, это ж вообще логики никакой нет. Поэтому много очень фактов можно привести, говорящие о том, что всячески пытаются унизить, принизить политику России в отношении Абхазии. Я думаю, что сама Россия, Москва должна быть здесь более, наверное, спокойно к этому относиться, более умно к этому относиться и стараться использовать те возможности, которые сейчас у нас есть. Это происходит, к сожалению, не всегда. Я напомню одну такую утраченную возможность, к сожалению. Это то, что после войны между Россией и Грузией, после признания Абхазии, было очень позитивное отношение к России со стороны очень многочисленной кавказской диаспоры по всему свету, которая во многом является абхазо-адыгской диаспорой. Так вот, эта возможность, этот шанс, он был, в общем-то, упущен Россией, и Россия не сделала почти ничего для того, чтобы использовать потенциал этой диаспоры для увеличения своего влияния и своих возможностей в политике своей на южных рубежах России. Например, где? Вокруг. В Турции? В Турции, конечно. В Турции и в странах Ближнего Востока тоже. Я думаю, что такие возможности надо не упускать, и надо их использовать. Что же касается того, что насколько долго будет продолжаться это вот непризнание Абхазии со стороны стран Европы, вот, я думаю, что это будет зависеть от того, что будет меняться вообще в мире в целом. Ситуация очень нестабильная и измениться может довольно быстро и довольно кардинально. Напомню хотя бы два фактора, которые влияют серьезно на ее устойчивость. Первый фактор – это совершенно